Всем привет, здравствуйте, и скажите теперь, что в такую погоду я должна сидеть дома. Я и так курточку одела. Погода замечательная. Я очень рада встретиться с вами на свою любимую рубрику. Давно этой рубрики не было. На вопросы и ответы, ответы на ваши вопросы. На шумы не реагируйте, пожалуйста. У нас здесь дорога недалеко, животные. Я вышла, Монику с собой не взяла, у нее приступ, а если ее возьми, она начинает бегать и кричать. То есть сегодня я хочу ответить на некоторые такие вопросы. И первый, 13 дней, я не могу прочитать, написано... Это не клеймо многодетной или приемной семьи, это честь и хвала такой прекрасной семье. Я тоже считаю, что многодетная семья с разумными, адекватными родителями и приемная семья – это ни в коем случае не клеймо. Я хочу ваш вопрос, ваш комментарий соединить еще с одним комментарием. Я не буду называть имя этого человека. Сказал, в общем, один из подписчиков говорит: странно, такой хороший канал, а так мало подписчиков. И ему идет комментарий. Я удалила просто этого человека, там несколько было гадостей, и вот этот комментарий. Потому что никто не верит. Поэтому и не смотрят, никто не верит, потому что никто не верит, сплошное вранье, разве можно любить чужих детей? Вы знаете, я не оправдываюсь перед вами, мне вас очень жалко, мне вас просто жаль, как женщину, если вы женщина, но скорее всего это женщина, по имени в нике это женщина. Но в нике можно написать разное. Мне вас жаль как человека. Собак любят люди. Хомячка заведут любят. Никто не говорит вам о том, чтобы вы тоже, чтобы у вас была приемная семья, чтобы вы воспитывали чужих детей. Нет. Если бы кто-то 10 лет назад мне сказал, что у меня будут дети приемные, я как вспомню, мне студенты говорили: Светлана Николаевна, почему вы, или тетя Свет, почему вы не возьмете? Я всегда говорила: нет, нет, нет. Но сомневаться о том, что люди любят, тем более, если мы показываем свою жизнь день изо дня, да и вообще сомневаться в том, что человек может полюбить не своих детей, мне вас очень жаль. Вам вообще нужно такую семью иметь крепкую. Допустим, меня воспитывал отчим. Вам нужно такую семью иметь, чтобы вот детки только ваши были с мужем. Потому что очень страшно. Вообще я размышляла над этой ситуацией. Мне жаль таких людей. Мне жаль людей, которые со своей злобы, со своей гадости не могут полюбить то, что можно полюбить. Ну и еще такой комментарий был. Очень часто специально пытаются, не только в моем видео, не только на наших видео, но и на других приемных семьях, специально пишут опекуны, опекунши, опекуны. Нас даже в опеке, в общих группах называют уважаемые родители. Дети хотят иметь родителей. Им нужны родители. И в основном через 5 минут все дети называют папа и мама. Так было в нашем случае, и у других. У нас только Валера учился говорить это слово. И несколько дней не мог сказать это слово. Я даже видела, как он репетировал. Он отходил и проговаривал это слово. Дети хотят иметь родителей, но наше гуманное общество, которое жалеет, которое пытается собирать деткам
больным или деткам, оставшимся без крова, что-то, дети говорят, мы хотим, чтобы те люди, с которыми мы живем всю жизнь, были нам папой и мамой. Нет. Знаете, я сама росла в семье, меня воспитывал отчим, я еще раз повторяю, я никогда не называла его отчимом, он всегда был для меня папа. И я уже в одном из видео рассказывала свою эту ситуацию, и вот у нас были друзья семьи, которые знали моего родного отца, знали мою маму с молоду. Отец у меня с Белгородской области, поэтому они знали хорошо маму. И очень часто, всегда, если вдруг они меня встречали без родителей, вот именно без родителей, и если они хотели спросить, там, где отец, они никогда не говорили, где папа. Они всегда говорили, где дядя Миша. Хотя они знали, что дядя Миша меня воспитывает с пеленок, и мне, допустим, уже 10 лет. И я до сих пор не понимаю, почему я им не сказала, а вы зачем это говорите? Я говорила им не дядя Миша, а папа, но они все равно продолжали это делать. Такие были у нас друзья, которых, в принципе, я считаю, друзьями называть нельзя. Очень жалко, что сегодня в нашем обществе очень много таких людей. Но очень хорошо, что на нашем канале 95% хороших людей, адекватных людей, которые, в принципе, все понимают, кто есть кто. Кто отчим, а кто опекун. Но называют родители, потому что дети первые назвали папа и мама, и они так хотят. Вы знаете, много времени мы не выпускали ролики, я часто думала про этот комментарий, и вот я сейчас сказала то, что сказала. Спасибо большое. Дальше. Лариса Прокопьева, так хочу зачитать ваш комментарий. Хороший, он мне душу согревает. Вы супер родители, у вас особый подход к детям. Я думаю, что надо иметь призвание, чтобы воспитывать приемных детей. Вы достойны. Но на самом деле, наверное, призвание не надо иметь. Я тоже раньше, еще раз скажу, что если бы мне кто-то 10 лет назад сказал, что такое будет, я бы никогда в это не поверила. Так. Раиса Аршинова. Раиса, здравствуйте. А парты или столы для Снежаны невысоки? Регулируется мебель? Я тоже была очень маленького роста, всегда в конце шеренги стояла. Парты в школе регулируются, но я не думаю, что кто-то специально для Снежаны регулирует. Я часто Снежану спрашиваю. Снежана не испытывает никакого дискомфорта. Мы в этот раз, когда были на празднике прощания с букварем, я посмотрела, что у нас есть полкласса, вот есть прям очень высокие девочки, такие прям, почти как лет 10. Ну, а есть маленькие совсем и парни, и девчонки. Поэтому я думаю, что учитель... Вообще у нас такое движение в классе идет, их каждую неделю пересаживают. И Снежана сидит на всех партах, и дискомфорта не испытывает, от учителя в восторге, от всего в восторге. Поэтому я думаю, что ей хорошо, ей комфортно. Наталья Поняхина. Наталья, здравствуйте. А вас показывали в «Пусть говорят»? Передача такая, что-то знакомое. Нет, Наталья, не показывали. Так, дальше. Я это тоже хотела разобрать на всех каналах. Хомка. Мальчик уже взрослый, а она ему котлетку помогает ломать. Ты хочешь вырастить кого? Вопрос. Бытового инвалида или маменького сынка? Кого выбрала? Кого? Выбирай. И вопрос. Вы знаете, уважаемая Хомка, здравствуйте. Я выращу парня, насколько он в своих обстоятельствах сможет быть парнем. Со своей стороны отец очень много делает.
Ваня у нас очень отставал в развитии, и в годик Ваня не соответствовал даже полугодовалому ребенку. И вот то, что сейчас есть, такой уже парнишка, наверное, самый единственный со своей точкой зрения, такое интересный становится. У него просто в руках еще где-то силы не хватает. Знаете, я думаю, он будет парнем, хорошим парнем. Но я уже в мукбанге говорила, если вы беретесь писать такое замечание, вы сначала изучите то, о ком пишете. Ваня до 3 лет сосал пальчик и сидел в кроватке вот так вот, не шевелился. Его даже ребеночком нельзя было назвать. У него не было никаких особых признаков развития. До 2 точно так сидел. Поэтому то, что сейчас есть, Иван уже мужичок, хороший мужичок для своих лет. Отстает. Но я думаю, вот этот год вообще огромный прогресс для него. Я думаю, еще чуть-чуть, и он будет отлично сформирован. Я не говорю о каком-то отставании, пока стоит вот сейчас, пока стоит развилка такая, что будет с ребенком дальше. То ли отставание будет сильно видно, то ли мы сможем победить эту грань. Мы работаем над этим. А котлета, да это такая ерунда. Да я вон сегодня и Максима всего затискала, зацеловала. Да хочу я, чтобы мои дети целованные были. И инвалидом он не будет. Возможно, будет отставание, но это другое, это врожденное. Недавно наша педиатр сказала, много чего испытал он при родах, поэтому здесь уже другое. Где-то на Дальнем Востоке, Светлана, дай Бог вам здоровья. Все у них будет, и у вас тоже. Вы стараетесь, хотите, чтобы все было хорошо. Спасибо вам большое. Саули Тергисузис. Извините, пожалуйста, если я что-то не так сказала. Саули Тергисузис. Светочка, Ваня, вы такие хорошие, добрые. Спасибо вам. Воспитывайте таких очаровательных детей. Пусть у вас все будет хорошо, у меня к вам вопрос. Можно вот узнать цвет вашей помады. Но если помада, которая была в том видео, про которое вы спрашиваете, да я всего 2 помадами сейчас крашу, то это Maybelline, 15 тон, 15 Maybelline, стойкая, это очень стойкая помада, она и сейчас на мне, то есть я ее утром, если мне надо, покрыла в 1 слой, и вечером я уже ватным диском ее снимаю со специальной жидкостью для снятия стойкого макияжа. Она стойкая очень. Так. Николай Стрекаченко. Николай, здравствуйте. Почем у вас гусята? 280 недельные. Нет, 280 маленькие. 300 рублей недельные. Мы взяли по 300 рублей недельных гусят. Так, дальше. Так захотелось. Андрей Королев. Андрей, так захотелось прочитать ваш комментарий. Он такой, я поняла все, что вы хотели написать. Я знаю, что нужно для успешного воспитания детей. Кровь, тяжелый труд, слезы и пот. Нелегко воспитывать детей, но когда видишь, что из них получается ответственные взрослые, то старания окупаются. Сил вам и успехов. Я поняла, что слово «кровь» – это символический написано было, что, то есть, тяжело, трудно, порой так трудно сильно. Я вас поняла. Спасибо вам большое, Андрей, за ваш комментарий. Я очень благодарна вам. Спасибо большое. Вы в точку попали. Это правда.
Да это каждый родитель скажет. Учимся всему, все будет хорошо, не переживайте. Светлана, у мужа родители подержали 1 год гусей, перевели. Сейчас держат мулардов. Они тоже такие вырастают. Да, но я не буду держать в зиму, я уже сказала, оставлять гусят. Гусята только вот на откорм 3 месяца и все. 3,5 месяца достаточно на траве. Сейчас они еще недельку вот посидят у меня в загоне. Сегодня ровно неделя, как мы их купили. Сейчас они недельку посидят, и я их выпускаю в сад. И все это время они будут на вольных кормах. Конечно, по утрам и вечерам я их все равно подкармливаю. Ну, а так... Ирина Костина. Ирина, здравствуйте. Светлана, привет. Какая... Так, Светлана, а на лето вашим детям будут путевки в лагерь? Ага, папа со Снежаной поехали в музыкальную школу. Доча, пока-пока. Пока-пока. Путевки в лагерь. Сейчас дети уехали в санаторий 4, а 6 деток поедут в лагерь. Я забыла число, по-моему, 28 июня. И все. Раз в год мы можем ездить либо в лагерь, либо в санаторий. Но вот я так сильно переживала за Костю. Все мои переживания исполнились. В общем, заболело 2 мальчика из его комнаты. Следом заболел Костя. Температура, вот в данный момент он сдает там кровь. Вчера я разговаривала с лечащим врачом, это санаторий, они сказали, не переживайте. Я дозвонилась до вожатой, она говорит, не переживайте, у нас хорошие медики. Санаторий Вита, Валера говорит, что это самый лучший санаторий, из которых они были, из лагерей, они были в «Жемчужине России», они были в «Соколе», они были... в Джубге в лагере. Говорит, Вита это самый лучший по всему, что сделано. Поэтому, ну и Костя разболелся. Вчера я созвонилась с лечащим врачом, очень вежливая, такая хорошая доктор. Сказала, не волнуйтесь. Я говорю, вы считаете, нет повода очень сильно волноваться и выезжать за ним? Она говорит, нет. Он идет на поправку, он дышит, все, что надо делать, мы ему делаем. Костя говорит, и укол ставят, и таблетку дают, и дышит. И сейчас, говорит, анализы сегодня сдает для того, чтобы он на карантине сейчас, уже 2-й день, находится в изоляторе. Ну, изолятор такой шикарный, он сегодня мне провел такой обзор. Туалет такой чистенький, душевая кабина, очень уютные кроватки чистенькие, очень стены чистенькие, все так хорошо. И мне понравилось, я довольна. Наблюдаю, похудел сильно. Я говорю, сына, ты что так похудел? Скучает сильно. Каждую... Очень часто пишет, мамочка, голосовое, мама. Я говорю, сыночка, скучаешь сильно, голосовые, одно за одним, мамочка, я тебя очень сильно люблю. Скучает Валера, звонит раз в день, иногда в общую группу семейную. У нас есть семейная группа, где и бабушка, и дедушка выкидывает сообщения, видео выкидывает. Ромка вчера в 12 часов дня... Сегодня уже с утра написал, вчера в 12 часов дня написал «Доброе утро», то есть, ну, так скучает, ничего страшного. А Василиса 2-й день не выходит на связь, но они с Костей в одном лагере, я пишу ей сообщение, но она там каким-то мэром стала, в общем, ей не до нас. Видать, она полностью погрузилась в дела лагеря. Ну, вот, а Косте вообще как-то стало, вот, вообще прям ему тяжело. Как бы приятно, что скучают, но хотелось бы, чтобы отдохнул. Ну, вот такие вопросы сегодня мы с вами поговорили. Спасибо большое, что с нами. Спасибо, что поддерживаете. Столько комментариев хороших, друзья. Спасибо вам большое.